Ребят, читаю интересную книгу о эволюции человека и о том, как человек расширяет зону своего комфорта. Ведь вспомните, еще недавно не было приложений ни по заказу такси, ни по доставке еды. Поразительно, как быстро мы привыкаем к комфорту. Я сейчас даже не могу уже вспомнить то время, когда я заказывала такси по телефону или не могла заказать доставку еды из соседнего ресторана или из любого другого магазина. Будущее – вот оно. Вы когда-нибудь задумывались, кто делает все эти мессенджеры, приложения по доставке или для видеозвонков такими удобными? Или о том, что психология, и в частности поведение, находит отражение в интерфейсах приложений? Оказывается, за это отвечают UX-аналитики, которые при помощи всевозможных инструментов делают интерфейсы приложений максимально юзер-френдли для нас. Специальность UX-аналитик совсем новая профессия, освоить которую можно уже сейчас, ведь в декабре стартует онлайн-курс UX-аналитики в Geekbrains. Курс длится 10 месяцев по 2 урока в неделю в вечернее время. Программа курса разработана экспертами-практиками из Касперский Лаб, Mail.ru и Высшей школы экономики. Они уж точно знают все об успешных приложениях. Круто, что вы получаете сертификат с государственной лицензией о прохождении. Но еще круче то, что Geekbrains гарантирует трудоустройство в компании-партнере после прохождения курса. И я такие гарантии впервые встречаю. Очень здорово, что у студентов будет возможность разбирать реальные кейсы и проекты, что станет для них возможностью сразу же приобретать практический опыт в новой для них профессии UX-аналитик. Если вы хотите научиться профессии, которая не только интересна, но и помогает делать нашу жизнь комфортнее и удобнее, то записывайтесь на курс по UX-аналитике в Geekbrains. Переходите по ссылке в описании ролика и записывайтесь на курс. А если вы запишетесь в декабре, то вы получите скидку 50%. Начинайте Новый год с новых знаний. Вы знаете, как много я получаю писем, и было бы здорово, если бы создали приложение, которое сортировало бы письма по темам. А было бы еще круче, если бы среди подписчиков оказался UX-аналитик, который бы сделал это приложение user-friendly. Ну, очень надо. Все видели «Чужие письма». Есть кто не видел «Чужие письма»? Вы не видели? И сразу пришли, сразу. А если вам вообще не понравится? А съемка идет 5 часов, ты с ума сошла, сразу будешь. Ладно, я надеюсь, понравится. Мне пофигу. Один человек ничего не решает вообще. Даже если ты такая, худшее, что я видела. Плевать вообще. Хотя у нас не так много подписчиков, поэтому я за них и не борюсь. Был бы миллион, я бы, может, еще такой, ну, пожалуйста, вам все понравится. Если вам что-то не понравится, напишите мне в директ, я обязательно вас вылежу, бля. Нет, такого не будет. Слушай, на самом деле тебе это не важно, а когда у нас на канале стало больше 100 тысяч подписчиков, я была очень рада. Не, ну на самом деле, когда ты производишь контент, ну, делаешь что-то, что тебе кажется, может быть, интересно и полезно, очень важно иметь обратную связь. Поэтому ваши подписки для меня это, в общем, ваши сердечки относительно того формата, который Руслан придумал, и мы вместе удачно осуществляем. Вы первые зрители нашего шоу, которых я вижу. Это чистая правда, потому что первые пару выпусков мы сняли со зрителями, но тогда я не знаю, зачем они пришли. Потому что это был новый формат, его еще не было на Ютубе. А сейчас вы все посмотрели и пришли. Поэтому мы затемнили зал. Я чуть-чуть посмотрел, когда вы собирались, и мы затемнили зал. Мы не смеемся над чьими-то проблемами, просто так как вы здесь, надо вас веселить, потому что если вы 1,5 часа просто будете молча сидеть, ну, мы как будто на похоронах. Да нет, и вообще шутка – это отличный способ обсудить какие-то сложные иногда вещи, что-то, что не хочется обсуждать. Мне кажется, что в этом и кайф формата.
И я знаю, что нас смотрят гораздо больше людей, чем подписаны на наш канал. Поэтому, пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, делитесь нашим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, а главное, пишите комментарии. Доброго времени суток, Руслан и Ольга. Коротко о себе. Меня зовут Евгений, мне 26 лет. 4 года назад я перебрался в столицу нашей необъятной из Курской области. И на фоне жизни на периферии я весьма успешен. Пишу стихи и креативно мыслю. Ну, в целом, весьма. Смешно, что в целом, чтобы быть успешным, надо просто писать стихи и креативно мыслить. Не твое письмо? Несколько месяцев назад, бороздя интернет, наткнулся на ваше шоу, которое затянуло с головой. Сейчас, посмотрев 13 выпусков, я понял, что у большинства людей проблемы схожи. Даже взгрустнулось, ведь так хочется быть индивидуальным. Моя проблема выражается в следующем. Я зажат собственными предрассудками и комплексами, которые тянутся из детства, где я был полным и наглым. И, скорее всего, трусоватым. Ведь, чтобы не быть объектом буллинга, я вел себя нелицеприятно по отношению к неуверенным одноклассникам. Сейчас каюсь. Построй храм. В начале студенчества одной уверенности было мало, ведь учился в сугубо мужском коллективе, где добрая половина однокрупников имела спортивные разряды, а я был такой смачненький и упитанный. Поэтому ко второму курсу ускоренно похудел, занеся спортом, и приобщился к тем, кого называют «взрыв из 90-х». Это, кстати, новая какая-то фраза для меня. Кто-нибудь знаком с этим? Взрыв из 90-х, не? Странно. Братан, больше не апеллируйте. Люди вообще новые эмоции. Армия поумерила пыл, особенно учебка, и втянула меня в свой быт, что я решился подписать контракт. Слава богу, что всего один. Так вот, каждая среда, в которой мне приходилось побывать, навязывала модель поведения альфа-самца, жесткого доминатора, ведь я тонкая душевная организация и не вписываюсь в окружение. Я с этим справлялся, хоть и испытывал дискомфорт. Сейчас, построив быть с человеком, который разделяет мою зону комфорта, я хочу открыться миру, показать истинное лицо. Однако, возвращаясь к трусости, боюсь, что реакция людей будет отрицательна. Поэтому всегда отказываюсь от предложения выступить на поэтических вечерах. Вы же тоже уже забыли, что он пишет стихи, да, к этому моменту? Стараюсь не привлекать внимания на корпоративах, начиная общение с незнакомым человеком, всегда преобладает напускная деловитость во мне. Сам себе говорю, будь проще, но проще при этом не становлюсь. Как перешагнуть страх и научиться быть собой не только с людьми из моей зоны комфорта? Заранее спасибо. Спасибо, что не в стихах. Ну, для начала, правильно? Заметили, иногда трусливость помогает, но не всегда надо быть очень открытым этому миру. С другой стороны, странно, он так вел по письму, ну, что я справляюсь, даже контракт всего лишь на один раз подписал, представляете, в силовых структурах, что удивительно. Как его выпустили оттуда, непонятно. А потом такой, типа, я все равно закрываюсь и так далее. Хотя с людьми из своей зоны комфорта он открыт, а что еще надо, не? Со всеми надо быть открытыми. Ну, как будто он говорит... Нет ощущения, что когда человек полностью открыт, люди тоже это порицают. Никому из вас не нравится, когда к вам в парке, открывают полностью свою сущность. Понимаешь, про что я говорю? Все думают, что надо что-то с этим делать. Нет, человек такой, прими меня, какой я есть. А все из-за того, что это, как ты помнишь, говорил, проецируют. Обвиняют в изменах тех, кого хотят сами изменить. Тут, возможно, та же история. Человек просто такой, вот он я. И ты начинаешь думать, он, наверное, хочет, чтобы я этот член взял в рот. Понимаете? Хотя ты, на самом деле, это хочешь. На самом деле, его... Это будет интересный выпуск. Это я уже чувствую. Вы же понимаете, что ваша неэмпатия ко мне только провоцирует меня делать все более и более резкие заявления. А? Никто из вас не уйдет отсюда, в метафорическом смысле, без члена во рту. Понимаете? Я всем открою свое пальто. Простите. Я, конечно, пересмотрю этот кусок, но не факт, что мы его вырежем. Вы те же самые письма разбираете 4-й раз. Мы нет, почему?
Вам просто похуй на проблемы парня. Ну, ради бога. Я-то чё? Не, ну, вообще, в целом, социопатичное письмо такое. И вот по мне его желание показать себя этому миру звучит как угроза. Ну, то есть он такой... Вообще, вот я себя комфортно чувствую своим партнером, но однажды я покажу себя этому миру. Ну, понимаешь, почему я говорю социопатичное? Потому что через все письмо идет идея, что он пытается как-то вписаться в группу, которая ему неприятна и которая навязывает ему какие-то взгляды, которые ему чужды. И это часто случается с людьми, которые... Ну, в чем одна из идей социопатии, что ты других воспринимаешь как безобразных. Ну, то есть других воспринимаешь безобразными. То есть ты смотришь и говоришь, какие неприятные люди, а потом оттуда появляется идея, что вообще бы вот неплохо бы вот их куда-нибудь, да. Вот, поэтому, в общем, есть ощущение, что у парня вот этот внутренний конфликт, он, с одной стороны, хочет быть любимым, быть принятым, а с другой стороны, те люди, которыми он хочет быть любимым, принятым, ему глубоко неприятны, как будто. А нет ощущения, что не надо прям всем нравиться? Откуда вообще эта установка, что надо всем нравиться? Ну, не надо всем нравиться. Слушай, ну он говорит, что я сейчас в отношениях, где я в зоне комфорта, но это не значит, что он нравится всем. Ну, то есть он нашел кого-то, Не, с ну кем... он правильно сказал. Типа, я нравлюсь своей зоне комфорта. Все, хватит. Зачем всем нравится? Всем. Ну, он же поэт. Ну, мы не знаем, возможно, хуёвый. Поэтому... Ну, понимаешь? Возможно... Ему вообще не надо как поэту раскрываться, потому что он потеряет каких-то людей из своей зоны комфорта. Ладно, мой главный... Ну, я говорю это к тому, что у социопатов есть потребность нравиться. То есть социопаты вообще очень хорошо улавливают эмоции и реакцию другого человека. То есть они очень хорошо подстраиваются и могут обольщать. И, в общем-то, влюблять в себя. Почему? Ну, то есть иначе бы, если бы социопат был только... мерзким и отвратительным, он бы ни с кем, ну, то есть с ним бы никто не общался. Социопаты умеют влюблять, а потом они уже, в общем, там разворачивают всю свою внутрипсихическую историю. Но я говорю, что это письмо вот как будто бы вот пронизано тем, что вообще все эти люди неприятные, но хотелось бы, в общем-то, как-то в эти группы влиться, там, похудеть, накачаться и как-то, в общем-то, среди них адаптироваться, чтобы понять вообще, как устроены эти странные и не очень приятные Ну, хорошо, люди. даже если это отклонение, ну, если вдруг, или просто там необычности, они же, ну, все равно положительные, нет? Много людей, я знаю, которые такие, я хочу похудеть. Ну, видимо, надо, кроме диет, говорить, стань социопатом, типа, понимаешь? Ненавидь людей. Не подстраивайся. Да. Мне показалось, что больше парень просто хочет стихи где-то прочитать и сыт. Вот, и поэтому выдумал большую часть Ну, а что это за письма. такой страх быть непринятым, понимаешь? Ну, понятно, что мы все волнуемся, да? Понятно, что мы все хотим обратной связи, да? Чтобы понять, насколько мы интересны, это для нас важно. Но для него это как будто невозможно открыться, потому что, ну, условно говоря, можно выйти, да, и плохо выступить, как-то это пережить, как ты любишь говорить, спасибо, меня делает это только сильнее. Да. А можно быть человеком, который никогда не сделает этот шаг, потому что если вдруг он прочитает обратную реакцию как то, что его не принимают, для него это будет невыносимо, он не сможет это пережить. В целом, читать стихи, наверное, сложно. Я думаю, с шутками легче выступать, чем читать стихи. Смотри, мне прямо сейчас капец как тяжело. Я пытаюсь рассмешить людей, у которых умерли родственники 15 минут назад. Понимаешь? Им в СМС прислали. Ну, только потому, что билет стоит 1000, они такие, мы высидим, блядь. Потом научимся страдать и так далее. Но для начала мы высидим. А если бы мне на них сейчас надо было бы читать стихи, я бы каждому так раздал бы по 1000. Они бы ушли, понимаешь, и все. И ты бы читал стихи. Да, и тут бы мыло полы уборщица, а я бы читал стихи. И потом бы мы потрахались, естественно. Мой мир выглядит так. Иначе зачем читать стихи, если ты после этого не трахаешься? Представляете, читаешь стихи, вы вот такие. Где ты еще идешь домой, блядь? Это будет вот такой выпуск. Так пала монета.
часть вины на вас тоже. Слушай, а что ты думаешь об идее, что есть группы, которые навязывают поведение альфа-самца, что круче тот, кто сильнее? В смысле круче группы? тот, кто Мы живем в доминирует? такой стране. Ну, тебе не кажется, что это прям грустно? Нет, это грустно, но это правда. Ну, от того, что это грустно, не надо делать вид. Ой, это неправда. Нет, это мы живем в такой стране. Я думаю, что это закладывается с самого детства, потому что почему-то мальчикам говорят, что бить девочек нельзя, обижать девочек нельзя, но почему не говорят, что... Так, чуть продолжай. Мне интересно, к чему мы выйдем. Смотри, говорят мальчикам, что девочек бить нельзя, девочек обижать нельзя, да? Но почему не говорят, что вообще людей бить нельзя, и людей не стоит обижать? И почему девочкам не говорят, что людей обижать нельзя? Особенно у которых есть яйца и писюн. Не такой уж и большой, как вам хотелось бы, но обижать их за это нельзя. Понимаешь, о чем я? Я прекрасно тебя понимаю, о чем Мне ты. просто кажется, что... Прекрасно тебя понимаю вообще. Я недавно была... Слушай, в стране, в которой тип... Давай я просто сяду в зал, да? Ну, у меня, к сожалению, уже дуэль, поэтому... В стране, в которой тип просто снимает расследование про то, как пиздят деньги, и его среди бела дня травят, понимаешь? И при этом говорят, а какие доказательства? Он в коме лежит. Ну, лежит и лежит, что? Почему сразу отравили? Может, просто в кому человек впал, и все. Что такого? Ну, например, никогда не летал на самолете. Я охуел от счастья. Ну, для меня это очень мускулинное поведение, понимаешь? Не в том плане, мы обязательно проведем расследование, хотя бы. Ну, они просто говорят, какие доказательства, а, ну, чтобы были доказательства, надо их найти. В смысле, а вы что хотели, чтобы, ну, на видео остались как человек в шляпе, блядь, в пальто с такой, знаете, колбой, блядь. Отсюда дым идет такой, тут синяя жидкость, блядь. И он подходит такой, буль-буль-буль-буль-буль, блядь. Потом такой херней, блядь, лам-ба-ба-бам-ба. Садится на метлу, блядь, и улетает. И все такие, это что такое было? Конечно, Ну, да. надо быть альфа-самцом, конечно. Тем более он там был в армии. Армия вообще не то место, где надо читать стихи, блядь. Вообще заметили, росгвардейцам читаешь стихи, они тебя пиздят. Ничего хорошего. Ну, как-то это все печально. Ну, то есть мне вот эта идея... Я когда слышу, что если ты идешь с девушкой, и кто-то твою девушку оскорбил, если ты настоящий мужик, ты должен дать в морду. Мне все время кажется, что это такой неклассный посыл. Я думаю, что люди, которые оскорбляют, очень сильно уверены в своем физическом превосходстве. И явно это как-то подкреплено. Да, но сама Понимаешь? идея, что настоящий мужик равно тот, кто может дать в морду, мне кажется, прям максимально деструктивно. Мне кажется, то, что ты максимально можешь и должен сделать, это нивелировать ситуацию. Ну, как бы... Можно я расскажу? У меня была ситуация с девахой на одном из ресепшенов. Девочка работает администратором, и она, видимо, смотрит чужие письма. И я посмотрел выпуск, где мы обсуждали профессиональных спортсменов, которые срут в бутсы ради прикола. И я там выразил мысль, что не самые умные ребята, профессиональные спортсмены. И она почему-то вызвалась их защищать. Она говорит, с чего вы взяли, что все профессиональные спортсмены тупые? Я говорю, а с чего вы взяли, что нет? Она говорит, у меня много друзей-хоккеистов, они все очень умные ребята. Я говорю, давай поступим так. Ты друзьям-хоккеистам сегодня скажешь, что я говорил про профессиональных спортсменов. И если они приведут тебе какие-то доводы, что я не прав, то я не прав. А если они захотят дать мне пизды, то я прав. На следующий день она говорит, ты прав. Вот так это работает, понимаете? Я имею в виду в тот пример, где ты говоришь, что кто-то идет с девушкой, и ее оскорбляют, и навряд ли это говорит чувак, который знает какие-то стихи, понимаешь? Как правило, это чемпион области в чем-то. В чем-то очень ограниченном. Даже не в пятиборье. Он выбрал один вид спорта, Я не буду с тобой понимаете? спорить, но иногда просто
выпившие люди начинают хамить, приставать, и он совершенно может, ну, как бы быть не сильнее и не круче. Просто мне кажется, что важно не транслировать идею, что настоящий мужик... Я не встречал очкарика, который, блядь, докапывается до людей, знаешь? Вот такого роста куда-то вверх. Эй, ты, гандон! Ну, как правило, вот недавний случай, стою возле магазина, общаюсь с подругой. Просто мы в магазине встретились, стоим, общаемся, потому что давно не виделись. Проходит тип, который по телефону разговаривает, такой: «О, здорово!» А я в маске, потому что только что из магазина. Я говорю: хорош, карантин же, ты чё? Он такой: заканчивай. Ладно, извините, давайте. Пускай у меня будет поражение, 90% поражения легких, блядь. Но зато я пожму вам руку. А он такой под шофе, поняла? И он, он на уровне глаз со мной был. Это не было вот оттуда. Заканчиваем. Ну, я вот про что говорю. И чем закончилось? А? Чем закончилось? Ничего, я говорю, типа, он говорит: что делать? Я говорю: общаемся. Он такой: ну ладно. Простил меня, поняла? Типа: ну ладно, хотел тебе пизды дать, ну ладно. Не буду. Так, как хорошо, что я высокий хотя бы. Возможно, это людей отпугивает, знаете? Был бы я 1,75 м. В общем, каждый о своем. А теперь я опять должна Что-то совсем грустно, нет такого ощущения? Я против насилия. Слушайте, на баре там пару бутылок водки откройте за мой счет, блядь, кто, если вдруг желает. Хер с ним, давайте уже, типа, продолжим. Короче, я думаю, возможно, все гораздо банальнее. Он просто хочет куда-то пойти, прочитать стихи и боится. Но при этом я знаю уж точно, как минимум в Москве есть какие-то поэтические вечера, где собираются эти люди и читают стихи. И там все такие. Да, в целом я бы не хотел себе, знаете, вот таких аплодисментов. Не? Я им: лучше вообще не хлопайте. Вот это вот. Это слышно вообще? Нет? Это типа, что это такое? Это, знаешь, это для человека с очень хорошим слухом. Это... Ну что по этому письму-то? Я стих выучил, вы знали? Да, этого, Бродского. Ну давай. Да. Влюбленные красят небо в единственный верный цвет. Знаете? Ну давай. Как я люблю поэтов. Давай как-то с выражением уже. А вы что, я вас что, всех люблю, что ли? Не-не-не, это только для той единственной. Покажите Руслану эмпатию, я вас очень прошу. Не-не-не. Слушайте, ну а при этом я поймался на мысли, что... Давай это, Что? стих. Слушайте, во-первых, он длинный. Ну ты Во-вторых, пару абзацев. Во-вторых, я думаю, я его забыл. Не важно. Я к тому, что поэты очень крутые. Потому что они умеют... Не, это чисто правда, потому что они умеют вообще в одну строчку сформулировать крутую мысль. Ну вот стихотворение начинается. Влюбленные красят небо и единственный верный цвет. Кайф? Кайф же? Да. Кайф, говорю, или нет? Или у Есенина, да? Цвет? Лицом к лицу лица не разглядеть, большое видится на расстоянии. Вы хоть понимаете, о чем это? Или просто вы такие: лицом к лицу, что ли? Большое? Какое большое, блядь? О чем? А? Есенин, да. Я же, по-моему, сказал это только что. Не, Бродский был: влюбленный красит небо в единственный верный цвет. Ты пьешь огромные луны, меня пеленает рассвет. И стонут тоской километры, и превращаются в мили. Неважно, что я был не первый, неважно, кого мы любили. Неважно, что ты испугался, и первая ночь вышла грубой. Ладно, это уже чересчур, блядь. Ну, то есть, поняли, я знаю. Да. Вот. И я к тому, что это круто. Поэты крутые в этом ключе. Я люблю такие моторы, знаешь? Какие? Когда ты читаешь письмо, тебя совершенно не волнует, что там написано. И он такой: причем неважно. У нас был уже такой мотор, когда Руслан читает, причем неважно, от девушки, от мужчины, какая проблема. Он такой: вообще-то... Так, ну тут понятно. В общем, короче, я выучил стих. По-моему, я закончил идеально это письмо. Потому что главная проблема типа была, что я хочу прочитать стихи, но стесняюсь. Я только что типу прочитал стих про любовь.
Здравствуйте, Ольга и Руслан, мне нужна ваша помощь. Я женщина 25 лет. Адрес. Вышлем парня. Познакомилась с партнерами, ему 30, через интернет. Больше 1,5 лет просто общались. Более 2 лет назад я приехал к нему в гости, после чего очень скоро начали встречаться и съехались. Все шло отлично, пока спустя полгода не узнала о его финансовых проблемах. Он тщательно это скрывал. Вы бы узнали гораздо раньше, если бы он это не скрывал. Долг был небольшой, и он объяснил его появление. Через какое-то время узнаю, что есть и другие долги. Причем узнаю не от него. Долгов более чем на 3 миллиона рублей. Большая часть из них деньги, проигранные в онлайн-казино и на ставках. Плюс он проиграл часть денег, которые мы откладывали на свадьбу. Что в целом логично для человека с большими долгами. Есть глубокие чувства к человеку, желание помочь, справиться, поддержать. Но нет 3 миллионов рублей, видимо, да? Я так понимаю, это ключевое. Но доверие полностью потеряно. Как только найдем средства, или средства, как правильно? Средства. Как только найдем... Это я сейчас для более взрослого поколения прочитал. Сейчас для вас. Да. Как только найдем средства, он начнет процедуру банкротства. Сейчас же можно физическим лицам банкротиться. Круто, да? В целом, я, наверное, тоже обанкрочусь. Просто, чтобы я представлялся так людям. Здравствуйте, Руслан Белый, банкрот. Это решит финансовую часть проблемы и снизит нагрузку. Так если это решит финансовую часть проблемы... типа банкротство, я понял. Есть ли способ помочь ему психологически? Что для него могу сделать конкретно я? Обратиться к специалисту пока не получается. И финансово, и в провинциальном городе нет подобного рода специалистов. Есть ли способ вернуть доверие в отношениях? Благодарю вас. Нас-то за что? Если что, можем тоже что-нибудь проиграть, я не знаю. Есть ли способ вернуть доверие человеку, который проиграл 3 миллиона рублей? И чуть-чуть, скорее всего, большую часть того, что откладывали на свадьбу. Во-первых, я хочу сказать, что это классика письма созависимого человека. Все про него, ни слова про себя. Это раз. Второй маркер, почему мы видим, что это созависимые отношения, я ему не доверяю, поэтому я его контролирую. То есть я ему теперь не доверяю, но я контролирую. Да? Я не доверяю, но люблю. Как мне вернуть доверие? Никак, потому что вы уже в замкнутом кругу созависимых отношений. То есть ты контролируешь человека. Не доверяю, контролирую. Это любые созависимые отношения. Мы не доверяем тем, кто выпивают, контролируем их, да, и любые другие зависимости. Те, кто... игровая зависимость называется по-другому лудомания. Блудомания? Нет, лудомания. Лудомания. Да, это от греческого луда играть, мания это страсть. Да. Вот. И, в общем, мы видим девушку, которая находится в созависимых отношениях. Парню можно помочь в случае, если он сам напишет письмо. Вы ему помочь никак не можете, потому что Куда ему письмо писать? Грефу? Нет, можно помочь зависимому человеку, если у него есть запрос. То есть, если бы это письмо написал он, да, признавая эту проблему и понимая, что вообще это портит его жизнь, то тогда ему можно было как-то помочь. Слушай, а игроманы признают проблему? Они же не признают, они такие: 1000 рублей, дай, 1000 рублей, 1000. Да, есть проблема, да, 1000 рублей дай. Сейчас все, там джекпот, просто. Но поэтому мы все знаем заезженную, но очень правдивую фразу, что первый шаг к освобождению от любой зависимости – это признать наличие зависимости. Поэтому, конечно, пока ты ее не признаешь, то будешь точно так же играть. И, понимаешь, тут как бы с зависимостями в чем сложность, да, что они обычно... то есть аддикции, они одна переходит в другую. То есть нет такого, что ты можешь вылечить лудоманию и перестать быть зависимым человеком. То есть когда человек приходит в терапию с игровой зависимостью, например, это будут как минимум год, а то и годы терапии, когда он перестанет играть в онлайн-казино, он начнет играть на бирже, он перестанет играть на бирже, он начнет курить травку, он перестанет курить травку, он станет трудоголиком, да?
Это все зависимости, которые я перечисляю. Или, например, он там ударится с головой в спорт и будет посвящать все это время этому. И Короче, всё одна это... зависимость компенсируется только другой зависимостью. Да, да. И пока вот... А нельзя игромана сразу подсадить на мастурбацию? Ну, слушай, ну тут, в общем-то, человек как его... Не, просто на ставки. Поняли? Не на порно, а открываешь там ставки.ком и... Бля, вот это бы поставить сейчас. О, сыграла. Простите. Ну, в общем, идея в том, что это длинная дорога, и пока зависимый не пройдет все эти стадии, у него мало шансов от этого избавиться. Ну да, бабенка что-то на очень легкий ответ надеялась, не? Типа, что для него могу сделать конкретно я? Не, ну слушай, у созависимого человека всегда есть идея, что он спасает. Да, ей зачем-то нужно его спасать. И она вот думает, что сейчас она получит какой-то простой ответ, и она поймет, ну вот как бы... Слушай, а нет, его я сейчас, спасти. может, плохую мысль выражу, но нет такого, что нам как будто пишет женщина, которая, наверное, как бы так не обидеть. Забавно, что после фразы «как бы так не обидеть», скорее всего, ты обидишь. Да? Короче, я имею в виду, что пишет женщина, которая с этим мужиком только потому что... Ну, типа, она не может быть с этим мужиком, знаешь? Плевать. Нет ощущения, что она пишет женщина не очень успешная, не очень красивая, не очень сексуальная и, наверное, не очень молодая. И вот она нашла какого-то хиленького мужика, понимаешь? Который такой, да-да, Люба, да-да-да. Я понимаю, но это... И он играет там в какие-то игры и так далее. Ее это в целом бесит, но он ее нет-нет да потрахивает. И в целом это ее мужичок. А так она будет вообще без него. Ну, смотри, я категорически... Если вы отпишетесь, я вас пойму. Я категорически с этим не согласна, потому что зависимость является структурой личности. И, в общем-то, созависимый – это тоже структура личности. Я объясню, что это. И это никак не коррелируется ни с твоим внешним видом, ни с твоим возрастом, ни с твоим социальным статусом, ни с твоими доходами. Это происходит абсолютно на всех уровнях, вертикалях, горизонталях. То есть это не связанные вещи. Это не значит, что она там какая-то бедолага и может быть только с чуваком, который проигрывает деньги. Нет, так это не работает. То есть... Да брось ты его, наконец уже. Не, навряд ли. Слушай, я думаю, что... есть такие письма, о которых я Созависимых говорю, очень но тяжело, такое да, нет. Ну скажи ты, идол мне, брось ты его. И он такой сейчас бросил, она такая, спасибо тебе, друг. Чисто, чтобы удовлетворить твой запрос. Да брось ты его нахуй. Почему-то я сейчас на секунду Ефремову почувствовал. Да брось ты его нахуй. Дайте ключи от машины. Ты, если что, со мной в машине будешь, поняла? Я там только первые пару дней пораскаиваюсь, потом я буду нести хуйню всякую. Я сильно в новостях, сильно. Короче, вы зависимый, созависимый человек, и так легко от не отделаться. Пареньку нужны помочь годы. вы никак не можете. Не можете вообще, надо отправить его к психологу, да, к психоаналитику, к Ольге желательно. Но у вас нет 3 миллионов рублей для первых 10 сеансов, поэтому... Возможно, вам надо продолжать делать ставки, и вдруг вам повезет. Потом выигранные деньги потратите на лечение. По-моему, это замкнутый круг, нет ощущения? Короче, девушке нужно задать вопрос, зачем вам его спасать. Так вот, я тебе говорю, зачем его спасать? Ну, потому что, ну, слушайте, давайте будем откровенны, ну, есть такие люди, не? Я думаю, вы все знаете, какие-то у вас примеры там из своих знакомых, просто кто-то рассказывал. Я не только про женщин, есть и мужики такие, ну, есть такие мужики, которые с кем-то только потому, что хотя бы с ним, блядь, а не с кем-то. Если их И, это естественно, устраивает, то навряд это ли у этого прекрасно. типа мотоцикл, понимаешь? Либо у этого типа только мотоцикл. Да никак это не связано. Да, забавно, с мотоцикл социальным одновременно статусом. может быть чем-то и очень крутым, и чем-то очень не очень крутым, да? Ну, есть такое ощущение? Не связано это никак с социальным статусом. Просто есть люди, которые по структуре своей аддиктивные,
У них есть зависимость какая-то. У него игровая зависимость. Это структура личности. Что я имею в виду? Так может, они оба зависимы? Он игрок не только, когда он открывает онлайн-казино. То есть структура личности, это значит все, что в его жизни происходит, любые отношения, все идет через призму того, что он зависимый человек. Ну смотри, допустим, у лудоманов, да, у них есть стратегические ошибки в мышлении. Например, лудоман уверен, что деньги решают любые проблемы в отношениях. То есть это стратегическая ошибка. Угу. То есть будут деньги, будет куш, все, и она его тут же простит, хотя он там ей уже пьет кровь, да, 10 лет, и все разрешится, и все к нему начнут назад хорошо относиться, те, кто уже, в общем-то, разочарованы были тем, что он делает со своей жизнью. Абсолютная ошибка – стратегическое мышление. Деньги решают отношения с людьми. Например, раз. Вторая ошибка, что ты, думая о том, что ты можешь получить большой выигрыш, да, ты думаешь, что, получив его, ты нивелируешь все неудачи своей жизни. То есть ты такой живешь годами, да, у тебя это не получается, то ты проигрываешь деньги, ты проиграл деньги на свадьбу, ты должен 3 миллиона, ты продолжаешь закладывать какие-то там, я не знаю, мамины, бабушкины украшения, да, но тебе кажется, что вот наступит тот момент, я выиграю деньги, и все это будет нивелировано. Но мы же понимаем, что это не так. То есть нельзя, да, плохо относиться к людям, подводить их, разочаровывать на протяжении 10 лет, а потом выиграть, я не знаю, там 10-100 миллионов, и они такие, ну все, ты выиграл 10 миллионов, значит, все это было не зря. Мы понимаем, что это не работает. Мы понимаем, а она но не лудоман не понимает. Ну, я поэтому и рассказываю, как это устроено. То есть человек мыслит вообще относительно всего в жизни через призму игры. Потом в лудомании есть очень серьезные крючки, хуки, которые не отпускают человека. Первое – это короткие ответы. То есть что самое тяжелое для человека, ну, для нашей психики? Это неопределенность. Мы очень переживаем, когда мы не знаем, как и что будет. Да? Поэтому игра – это один из тех способов, где ты можешь испытать ощущение от короткого ответа. Ты ставишь красное или черное, и ты прямо сейчас знаешь, выиграл ты или нет. И в этом есть определенная специя, что ты получаешь короткий ответ. Потом, в игру, в отличие от жизни, можно переиграть. То есть в жизни ты совершил какой-то поступок, ты можешь попытаться там извиниться, да, или как-то нивелировать эту ситуацию, но ты уже его совершил, и стереть это нельзя. А в игре как будто ты можешь сыграть один раз, твоя ставка не сыграла, ты можешь переиграть. И это тоже определенное ощущение. А самое главное, третье, что сажает на игру, это ощущение игрока, что у него есть какие-то свои взаимоотношения с фортуной, или с Богом, или с космосом, и он избранный или любимчик, если он выигрывает, и все складывается, как он хочет. И вот это вот ощущение того, что ты избранный или любимчик фортуной, оно настолько важное для этих людей, жизнеобразующее. То есть есть идея, что они именно в этот момент чувствуют себя живыми и живут только тогда, когда играют. То есть они в контакте с самим собой, реальным и настоящим, только в момент, когда они испытывают вот эту всю гамму эмоций. И если это все понимать, то тогда мы можем ответить девушке, что вы можете сделать сама лично. Она говорит, вот как я могу ему помочь? Да? Что вы можете поставить в противовес таким экзистенциальным, понимаешь, каким-то сакральным вещам, ради которых человек фактически и живет. Ничего. Поэтому спасти человека, будучи просто его партнером, тем более, естественно, в созависимых отношениях, невозможно. Можно ли помочь? Да, обратиться на терапию. Да, это будет долго. Да, на это нужны деньги. Но это единственный шанс справиться с болезнью. Смотрите, я обожаю играть в покер. Чистая правда. Но вживую, как оказалось, что круто. Потому что, когда, я не помню, в каком году в России закрыли казино, открыли покерные клубы, и я тогда начал играть. Проиграл 1300, наверное, по-моему, в первые 2 дня. Это сейчас утрирую я. Вы так сидите и говорите, ебать. Нет, это я утрирую. Ну, за какое-то короткое время, типа, проиграл много денег, потому что я ходил, играл. И потом их тоже там спустя пару месяцев закрыли. И все перешли играть в онлайн. И как оказалось, круто, что мне вообще не интересно играть в онлайн. Мне невероятно нравится играть в покер, но в онлайне я не могу. Я сажусь играть, и через 15 минут такой all-in.
А у меня там, 2-9. В покере кто-нибудь шарит? Вы понимаете, что это за комбинация? Это даже не 2-10. Да, которая там какая-то культовая, на ней кто-то там Это у когда-то которой выиграл там чемпионат. 9% на выигрыш? Типа. Не, у нее, по-моему, 0% на выигрыш в целом. Даже если на столе лежит 2-9, 0% на выигрыш. Тебя переедут потом еще чем-нибудь. Вот, поэтому, типа, я рад, Из этого я поняла просто, что ты плохой игрок в покер. Нет. Совсем плохо идет, конечно, выпуск. Уже близкий мне человек что-то вдруг говорит такие вещи. Короче, я сделаю свой вывод, окей? Вы можете с ним быть не согласны. Каждый заслуживает то, что заслуживает. Забавно ты сказала, что... Да, это жесткий Меня вывод, конечно. трудно найти. Прикольно ты сказала мысль, потому что я ее тоже пару раз испытывал, когда и в покер играл, и нет-нет в казино. В казино я немного проигрывал денег, максимум, по-моему, что-то миллионов 17 такой. Вы бы узнали из новостей это, понимаете? Это тоже неправда. В том плане, что когда ты играешь, у тебя действительно... А я вообще атеист, не верю в Бога, ни в удачу, ни во что-то такое. Но у тебя действительно есть, вот как ты сказала, такое легкое ощущение с фортуной, что ты такой, блядь, я же сегодня даже не матерился. Ты цепляешься из-за такие вещи, понимаете? Когда все плохо, ты такой, елки-палки. Ладно, сейчас подождем, новый день, может быть, пойдет получше. Я подумал, что они цепляются из-за фортуны, из-за божественной, как ты говоришь, да? Кому что подходит. Да, прикольно, что потом, представившись перед Богом, Бог им такой, я за тебя болел. Он такой, а что случилось? Он такой, оказалось, что ты не работаешь. Не работаешь. То есть были причины, почему плохой расклад был, да? бывает такое, знаете, я не знаю, если есть электрики в зале, когда по проводам ток не бежит просто, где-то перебой есть. Он говорит, у меня с тобой, как, Бога, как с человеком, перебой произошел. Я импульсы посылал, ни хера не сработало. Но все должно было быть шикарно. И он такой, я всю жизнь чувствовал. Помогите, пожалуйста, взглядом со стороны. Вы готовы, ребят? Сейчас будут просить помощи. Весной познакомилась с парнем. Нам за 30. Точно ли правильная формулировка «с парнем»? Если нам даже не 30, а за 30. За 30 это может быть и по 65 же, правильно? В целом. Юридически все верно. Нам за 30. Ладно. Весной познакомилась с парнем. Нам за 30. Влюбилась, мы сразу сблизились. Еще бы, вам же за 30. У вас времени 0. 0 времени. Я вообще не понимаю, зачем вы влюбились. Надо было сразу сближаться. Начался карантин, и он предложил уехать на период пандемии к морю, работать удаленно. То есть жить вместе, будучи знакомыми всего пару недель. Я согласилась, и было офигенно. У меня проектная работа очень интересная. Большой проект сдвигался, но изредка фрилансила на мелких, было много свободного времени. Я с удовольствием готовила по 3 раза в день для него и следила за бытом на 99%. В общем, была демо-версия жены. Карантин закончился, у меня начался большой проект, я сразу вылетела в Москву, и вскоре он тоже вернулся. Каждый снимает однушку в разных концах Москвы. Вы очень далеко друг от друга, потому что в разных концах Москвы это часа 4 лета, по-моему. И получается, что динамика перевернулась. Мы стали встречаться, ездить друг к другу, что обычно происходит в начале отношений. И после того, как мы уже пожили вместе и познакомились близко, это будто ситуация «давай поживем какое-то время раздельно». Но он, приезжая ко мне, ожидает такого же формата отношений с моей стороны, что я также на 100% буду уделять ему внимание, даже когда у меня рабочий день утро удаленно. Готовить и следить за бытом, хотя он уже гость и материально не вкладывается в этот быт, с фокусом на его потребности. Недавно он остался на ночь, зная, что завтра у меня днем встреча в городе. Ребята, нам всем нужен 2-недельный карантин.
И когда надо было выходить, он демонстративно разозлился. Ну, вы поняли, да? Недавно он остался на ночь, зная, что завтра у меня днем встреча в городе. И когда надо было выходить, он демонстративно разозлился на то, что, оказывается, не может у меня остаться один, а должен уехать. Для него это было знаком недоверия. А для меня, что это моя территория, куда я хочу вернуться, чтобы или поработать, или отдохнуть. Что в его присутствии невозможно, так как для работы мы поняли, блин. Нет ощущения, что, чтобы обозначить свою территорию, из которой надо уходить, надо поступать как звери, просто поссать на стену. Навряд ли в этом потом хочется остаться, нет? Просто подумайте об этом. На следующий день он попросил встретиться, чтобы узнать мою позицию. Дотошный пидорас какой-то. Уверен, он был в пиджаке. Я сказала, что как женщина не хочу мужчину-гостя, не хочу сдавать свою территорию и ресурсы тому, с кем мы в статусе встречаемся, а также, что я должна планировать свои нагрузки заранее, так как не могу концентрироваться на работе, когда он у меня дома в развлекательном режиме. В целом, будучи подобной занудой, я бы отдал должное мужичку, который все еще хочет быть с вами. Учитывая, что вам за 30. Он понял аргумент только про работу, а про тему мужчина-гость и территорию нет. Мы сейчас все на его стороне. Все. Да. Признаться-то, я не услышала предложения съезжаться после нашего возврата домой. Для меня знак того, что динамика постепенно затухнет, ведь он не горит. Ну, раз так, что ж. И я начинаю отмораживаться, чтобы больше заниматься работой и не витать в иллюзиях и напрасных ожиданиях, хотя дорожу очень той близостью, которая у нас была, искренностью и люблю его. Что вы думаете по этой ситуации? Может, я чего-то не понимаю? Ну, что вам сказать? Те аллюзии, которые он строит относительно вашей персоны, конечно, в корне отличаются от того положения дел, которые сложились у вас прямо сейчас в вашей жизни. Учитывая, что весь лемурный период вы провели на море, а теперь вас жестко разделяет Москва в эти тяжелые, суровые осенние будни в условиях не самого лучшего года для человечества, я бы думаю, что вам нужно просто потрахаться и в целом оставить его дома. Учитывая, что вы написали, что у вас однушка, пиздить там особо нечего. У меня все. Это очень сложно сочиненная жизнь, нет? Мне кажется... Я уверен, что даже если ты сейчас расскажешь свой самый сложный психоаналитический панч, он явно будет проигрывать любому из 4 предложений, случайно выбранных из этого письма вообще. Слушай, ну я думаю, что тут... По-моему, вас надо свести с мужичком, который боится рассказывать стихи. Уверен, что вы благодатный зритель. Да, Оль. Ты знаешь, тут есть ощущение, что она хочет, чтобы парень был заинтересован и показывал заинтересованность только тем образом, который ей подходит.
Ну, то есть у нее есть какое-то представление о том, как он должен себя вести, какие шаги он должен был немедленно сделать по возвращению из этого карантинного отпуска. Вот. И она живет в мире, где либо по-моему, либо никак. И она как будто не может ему сказать о своих желаниях и о своих чувствах, да, и она пассивно-агрессивно начинает обозначать свою территорию, говорить о том, что ей нужно личное пространство, но как будто в действительности она хочет ему сказать, что мы уже были вместе, жили вместе, я была, как она там написала, какой-то альфа-бета-версии жены. Бета-версии. Да, бета-версии жены. Вот, и что мне бы хотелось от тебя там каких-то шагов навстречу, потому что есть желание быть вместе, тем более там нам уже за 30, можно уже принимать какие-то решения, но она по какой-то причине не может открыться в своей искренности, а от этого только агрессирует в его адрес. Мне кажется, такое часто встречается у подростков, когда ты нормально общаешься со всеми парнями, кроме того, который тебе нравится. По отношению к нему ты максимально такая противная. Не, ну на море же все было. Отстраненная. Нет, на море, да. Ну, то есть, слушай, ну не надо путать отпуск с эмиграцией, да? Это другая история. Они были, считай, это был курортный роман, да? Они вернулись, и она хочет продолжения, она хочет, чтобы все было как там, но при этом вот она не может об этом по каким-то причинам сказать. Понятно, по каким. Страшно открыться. Нам всем страшно открываться. У нас у всех есть броня. В ее случае броня — это вот там, типа, я отмораживаюсь. То есть это ее броня от того, чтобы не открываться, потому что открыться страшно, а вдруг он скажет, что он не хочет, да? Или открываться еще страшно, потому что ты откроешься, а потом человек тебе в ответ откроется, и, может быть, ты увидишь там совсем не то, что ты хотела. Да-да-да, в Вот, предыдущем поэтому письме она оказывается в Вадимка ловушке. охуела от 3 миллионов рублей долгов. Подоткрылся бы. Я не хочу, чтобы между нами были тайны. Нет, это так и есть на самом деле. Ну, то есть открываться страшно по двум причинам. Страшно получить отвержение. Ну, то есть она скажет, что я хочу жить вместе, я хочу, чтобы было все как там, и зачем нам жить в разных местах. Он скажет, слушай, карантин — это карантин, типа, а я вообще это не планировала. Будет больно и неприятно, да? Поэтому нельзя сказать напрямую. Или же она скажет о каких-то своих чувствах, фантазиях и мыслях, он откроется в ответ и скажет, что он вообще, например, не планирует брак никогда, семью и так далее. Это тоже не то, что она хочет услышать, это тоже, ну, определенного рода отвержение, то есть твои фантазии, мечты разбиваются об скалы, поэтому трудно открываться, потому что пока ты не открылся, и ты вот на вот этой территории как бы сомнений, и ты присматриваешься, как будто более безопасно, как будто. А нет ощущения, что женщина в брюках и женщина в парео — это разные женщины? Может, ей в Москве просто ходить в парео? Это о том, о чем я и сказала. В метро такой едет. Не нужно путать Купальники, типа. путешествие и миграцию. Да? Потому что в путешествии вы получаете все прекрасное от того места, куда вы приехали. В случае иммиграции вам приходится вдвоем решать много разных проблем. Вот они, считай, были в путешествии на отдыхе, они вернулись в город, и сейчас им предстоит совместно решить много разных проблем, в первую очередь о их совместном будущем и о их фантазиях о нем. А мне кажется, знаешь, сейчас это очень сильно не понравится феминисткам, да? Но кто сказал, что мы им должны нравиться? Это юмористическая легкотня, ребята. Это вообще первый класс, второй урок. Смотри, какая мысль моя. Что она в Москве ведет большой проект. То есть она, ну, типа, властная женщина. В хорошем смысле. Если она ведет большой проект, скорее всего, у нее есть подчиненные и так далее, и так далее. И это сразу накладывает на нее отпечаток вот этой важности и доминантности. Поэтому, когда, знаешь, возможно, даже встречи с ним, это были такие, типа... Мужики часто употребляют эту фразу «я ее трахнул». Возможно, в данном контексте она может употребить эту фразу «я его трахнула». Типа «алло, приезжай сегодня, я тебя трахну». А потом с утра, когда, типа, мне на работу, и он такой
Она такая, эй, блядь, вали отсюда нахрен. Он такой, что, даже не обнимешь? Она такая, нет, вали отсюда, давай, вали. Может, кофе? Какой кофе, блядь, вали. Ну, а так... на море все было по-другому. Она же пишет, у меня там не было большого проекта, я там что-то подрабатывала, то есть такая легкотня какая-то. И она такая, ой, я не хочу ничего решать, хочу на ручки. Знаете, вот это вот поебень, да? Вот, я про это и говорю. А тут в Москву приехала, солнца нет. В Москве же никогда нет солнца. Ну что, не нравится такое слышать? Не нравится, конечно, ну так и есть. Все, ее тут сковала, она надела эти брюки, понимаешь? Эти каблуки, которые разрезают, блядь, просто, ну, все стереотипы, блядь, о бабах. Они же вот так все идут на работу. Я полностью уважаю независимых женщин, они мне очень нравятся. Но я говорю про то, что я просто не понимаю, как помирить то, что я не хочу ничего решать, хочу на ручки, с тем, что, вали нахуй отсюда. Он такой, я хочу на ручки. Он такой, давай, вали. Ну смотри, правда в том, что она действительно говорит о том, что она хочет партнерские отношения, но рассуждает, как будто она ждет принца на белом коне. То есть она не берет за их будущее ответственность на себя в том плане, что она не говорит напрямую о своих желаниях и о том, чего бы она хотела. Да? То есть она хочет, чтобы он это сказал и тем способом, который она придумала себе. Понимаешь? Вообще какая-то современная история «Москва слезам не верит». Нет ощущения, не? Что она... Нет, ну то, что она такая, как будто бы, не имея возможности открыться и сказать, как есть, ведет себя нарочито агрессивно, да, что он может просто не считывать этот посыл, да, то есть он может сомневаться вообще в том, что она хочет продолжать с ним оставаться. Ты это имеешь в виду? Тогда Ну, она я так об себя и этом и ведет, говорю, и он да, в ахуе. Он такой, что типа, ей страшно, и поэтому она, я думаю, что я не буду разделять мужчины и женщины меня поймут, что иногда нам так страшно сказать искренне, что мы что-то испытываем, что, испытываем какие-то чувства или у нас есть какие-то надежды, что мы начинаем наоборот себя вести, как бы провоцируя человека на то, чтобы он уже как-то тебя взял и сказал, ну что, ну в итоге давай, то есть как будто бы, чтобы это все равно с его стороны, да, было. Вот я об этом говорю, мне кажется, что вот она оказалась как будто бы в этой ловушке, и тут, феминизм, не феминизм. Фигня в том, что, она стала такой в Москве, понимаешь? На отдыхе все было нормально, а в Москве она такая, Короче, я вот что подумал. Потому что я и говорю, что это другие условия, когда вы уже должны что-то решать, чтобы делать своей жизнью, вам нужно решить массу разных вопросов. Поэтому я за глобальное потепление. Поняли? Сильно за. Вы еще не понимаете, о чем я, потому что, это мой прикол. Я всегда панч ставлю в начало. Смотрите, тают ледники. Нахер. Вообще никаких проблем с этим нет. Все таки, плевать. Смотрите, в Сочи ад. Там плюс 70, да? Но в Москве плюс 28. Понимаете? Было бы еще неплохо, если бы сюда пришел океан со стороны Химок. Не? И все, и мы автоматически с вами, в шикарном городе, правильно? Это лучший город в России, тут океан и плюс 28. Все. И все, и мужичок такой, я останусь? Она такая, конечно. Понимаете? Другой вайб. Не знаю, я так ничего не понял, что она хочет. Вот я про что говорю. Ей прикольно было на море, а кому на море не прикольно? Есть в зале люди, которые были на море и такие, блядь, поскорее бы на работу. Мы можем ей сказать, что попробуйте, да, это страшно, но сказать, что вы действительно хотите, какие у вас ожидания этому парню, и, может быть, не стоит его пугать и выгонять. Как будто бы, как сказать, этот... И это важно понимать и роман, по отношению к тем людям, которые начинают вести себя, знаешь, как ежики другие, что, может быть, это не тебя пытаются оттолкнуть, а человек очень боится тебе сказать о своих чувствах или о своей нужде. Иногда можно думать о том, что то, что ты видишь на первом плане, это вот на 180 градусов по-другому. Да, думаешь? Угу. Я ездил один раз с женщиной, которая узнала очень мало времени на море. Блядь, больше никогда не поеду вообще. Вообще никогда больше не поеду. Это какой-то... у меня была такая ошибка в жизни. Я познакомился с девахой, а у меня что-то была возможность на 3 дня уехать на море, и я взял ее с собой. Вообще ее не зная. Поняли?
Вообще не знаю. Вообще не знаю. Вот как будто с тобой сейчас. Сядем, блядь, в Победу и полетим. Это была срака вообще, просто. Ну, я не разговаривал с ней эти 3 дня, понимаешь? Я в полете узнал плюс-минус, что это за человек. Мы вообще 3 дня не разговаривали. Я в целом просто какого-то человека вывез на море. Поняли? В целом просто... Ой, тоже мне проблема, знаете. Боже мой! 3 дня не разговаривал с девушкой на море. Классные письма, Все классные люди сделают истории. ошибочный вывод, что я тебя выводил. Не сделают. Классные письма, классные истории, и нет совершенно никакого термометра, барометра или другого измерительного препарата, который может определить глубину проблемы. Да, понятно, понятно, но... Но я уже подвыпил и не знаю, как закончить это шоу. Я, кстати, целый день пью. Чистая правда. Ну, мы снимаем с 2 дня, и я с 2 дня пью. Просто пью, меняю одежду, поняли? Слушаю чьи-то проблемы. Конечно, меня под конец подзаебало это уже. Я в целом спать хочу. Ну, если люди не знают, мы пишем в один день выпуски. Если вы думаете, что в Ютубе все в прямом эфире, блядь. Да я обожаю людей, которые, знаете, комменты пишут, и по типу, ну там, типа, сделайте что-то, и потом в следующем выпуске этого не видят, такие, о, услышали. Какая скучная у вас жизнь просто, представляете? Ты куда-то, ну, во многие каналы пишешь, эй, херовый звук, одень туфли, что за темы? Он такой, о, услышали, я важный, мать, видала? А ты говоришь, блядь, не зарабатываю, до пенсии 2 года, и все будет хорошо. В общем, хоть Руслан и не признается, мы очень любим наших подписчиков. Я очень рада. Мы очень рады вас сегодня видеть. Спасибо вам большое. Не, видите, да, вам лично спасибо большое, что пришли, но прям, что мы любим вас. Подписывайтесь на наше шоу, если вы хотите увидеть еще выпуски. Ты Ставьте подпишешься колокольчик. А? Точно? Обещаешь?